Привет, друзья! С вами проект Power Device. Сейчас мы поговорим о телефонах Xiaomi, Redmi и Poco на оболочках HyperOS. А если быть точнее, о их шторке. Я покажу, как на некоторых телефонах вернуть в шторку анимацию. А также еще на некоторых моделях появляется размытие в шторке, пропадает серый фон. Если кто-то не знает, о чем я говорю, в недавних обновлениях на HyperOS Xiaomi заменили анимацию шторки вот на такую, обычную. Как вы можете видеть, шторка просто выпадает без всякой анимации. Вся суть в том, что сперва на HyperOS такая анимация была, но потом в следующих обновлениях ее убрали. Также отмечу, что какие-то пользователи телефонов Xiaomi, Redmi и Poco вообще могли это не заметить, но такая тенденция с исчезновением анимации есть. Зачем же вообще Xiaomi убрали эту анимацию? Дело в том, что на некоторых среднебюджетниках, даже относительно на мощных, например, как у меня, Redmi Note 13 Pro Plus, эта анимация иногда тормозила. Но та замедленность происходила не всегда, и в принципе многим анимация нравилась. В общем, дальнейшие действия, которые я покажу в видео, помогут вернуть анимацию. Все эти шаги будут несложными. Если вы хотя бы немного опытный пользователь, для вас это будет легко. Если же вы не разбираетесь в командах ADB, то делайте все вместе со мной по шагам. В первую очередь нам понадобится приложение Brevent, скачать вы его сможете по ссылке в описании в моем телеграм-канале. Отмечу, что если вы опытный пользователь, все это можно проделать буквально за 2 минуты. И очень важно отметить, что анимацию можно будет как отключать, так и включать. То есть все эти действия можно вернуть вспять. Итак, приложение Brevent мы скачали и установили на наш телефон. Пока что можно его не открывать, идем в настройки. О телефоне. По версии OS кликаем много раз, пока мы не станем разработчиком. Далее заходим в расширенные настройки. Для разработчиков. Двигаемся немного вниз. Включаем галочку «Отладка по USB». Далее вам обязательно нужно подключиться к какой-то сети Wi-Fi. Вы даже можете раздать интернет с другого телефона. Главное, чтобы сеть Wi-Fi была подключена. Иначе без этого не будет работать отладка по Wi-Fi, а она нам нужна для выполнения команд. Также в этом меню временно включаем галочки «Установка через USB» и «Отладка по USB. Настройки безопасности». Далее заходим «Отладка по Wi-Fi». Сворачиваем данное меню, заходим в Brevent. Нажимаем «Принять», пролистываем это меню, «Запустить Brevent». Разрешаем уведомления. На данном этапе у вас должно всплыть такое окно, и вот здесь в середине должно быть написано «Порт беспроводной отладки». Нажимаем эту вкладку. Появляется такое меню. Далее делаем следующее. Вызываем меню недавних, удерживаем на Brevent, разделение экрана, открываем вот эти настройки. В принципе, не важно, какое приложение у вас оказалось снизу, а какое сверху. В отладке по Wi-Fi нажимаем «Подключить устройство с помощью кода». Вот он наш код. А в Brevent нажимаем «Порт беспроводной отладки». Вставляем этот код сюда. Жмем «Беспроводное сопряжение». Дожидаемся загрузки такого меню. Далее сверху жмем 3 полоски. Выполнение команд. Если всплывает такое меню, ничего страшного, жмем ОК. Теперь в эту строку нужно вставить одну команду. Я вставляю команду. Эти команды я также оставлю в своем Telegram. Одной командой вы сможете вернуть анимацию, а второй сделать так, как было, без анимации. Смотрите, сейчас у меня в шторке нет анимации. Обратите внимание, как она выезжает. Далее я выполняю команду. Должны быть такие надписи. Обращайте внимание, чтобы Brevent у вас не отключился. Он может автоматически отключиться, тогда команда будет выполняться неправильно. После всех действий обязательно делаем перезагрузку. Также, друзья, очень важно, после перезагрузки телефона дайте ему некоторое время, чтобы запустились все системные приложения. После этого проверяем, что у нас получилось. Обратите внимание, что теперь шторка как бы выкатывается из верхнего правого угла. У нее появилась анимация.
Также я должен отметить, что после выполнения этой процедуры вот эти значки в верхнем меню немного уходят правее. В этом нет ничего страшного. Я бы даже сказал, в некоторых ситуациях это может быть полезно. Если у вас AMOLED-дисплей, то именно вот эти места у вас выгорают, а если они смещаются, то выгорание не происходит так быстро. Теперь посмотрите, я вставляю еще одну команду, которая все возвращает обратно, как было. После ее выполнения анимация у меня снова пропадет и все откатится назад. Исполняю команду. После чего также обязательно делаю перезагрузку. Ну вот, пожалуйста, друзья, перезагрузка прошла. Теперь шторка вернулась в исходное состояние, без анимации. Должен отметить, что не на всех телефонах это сработает, потому как у разных Xiaomi, Redmi и Poco могут отличаться системные настройки. В общем-то, если у вас возникнут какие-то вопросы, можете задавать их здесь в комментариях, либо в нашем телеграм-чате Power Device. Там у нас грамотные и опытные пользователи, мы вам обязательно поможем. Не забудьте подписаться на этот канал, на наш телеграм, ставьте лайки. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Пока-пока.